День Святого Валентина или День всех влюбленных – самый романтичный праздник. Отмечают в большинстве стран мира 14 февраля. В этот день на протяжении более 1500 лет люди признаются друг другу в любви. Любопытно, что изначально празднование памяти Святого Валентина было установлено как почитание его мученичества, без какой-либо связи с покровительством влюбленных. Постепенно День Святого Валентина из католического праздника превратился в светский. Этот праздник многие отмечают с удовольствием, хотя он не числится в календаре среди официальных праздников. День Святого Валентина существует более 15 веков, но по языческим традициям праздники любви пользовались популярностью еще в античные времена. Так, в Древнем Риме 15 февраля каждый год отмечали праздник изобилия – Луперкалий, в честь бога Фавна, покровителя стад. А за день до Луперкалии отмечался праздник римской богини брака, материнства и женщин Юноны и бога Пана. В этот день девушки писали любовные письма, которые помещали в огромную урну, а затем мужчины тянули письма. Потом каждый мужчина начинал ухаживать за той девушкой, любовное письмо которой он вытащил. В античной Греции этот праздник назывался Панургией – ритуальные игрища в честь бога Пана, покровителя стад, лесов, полей и их плодородия. По мифологии Пан – весельчак и повеса, прекрасно играет на свирели и вечно преследует нимф своей любовью. Сохранились сведения, что этот день называли также птичьей свадьбой, так как считалось, что птицы образуют брачные пары именно во вторую неделю второго месяца года. Существует множество легенд, связанных с именем Святого Валентина. Наиболее красивая и романтичная из них – это история о христианском проповеднике, который в 269 году венчал легионеров Римской империи с их возлюбленными, несмотря на запрет императора Клавдия II. Для сохранения воинского духа императором был издан указ, запрещающий легионерам женитьбу, так как считалось, что женатый думает о том, как прокормить семью, а не о благе империи и воинских доблестях. Святой Валентин сочувствовал влюбленным и старался всячески им помочь. Мирил поссорившихся возлюбленных, сочинял для них письма с признаниями в любви, дарил цветы молодым супругам и тайно венчал солдат. Клавдий II, узнав об этом, велел бросить священника в тюрьму, а вскоре подписал указ о его казни. Ореолом романтики окутаны и последние дни жизни святого Валентина. Согласно легенде, в него влюбилась слепая дочь тюремщика, но Валентин, как священник, давший обет безбрачия, не мог ответить на ее чувства. Однако в ночь перед казнью 13 февраля написал ей трогательное письмо, где рассказал о своей любви. А девушка, прочитав послание уже после казни священника, прозрела. Предполагается, что именно оттуда берет начало традиция писать в день Святого Валентина любовные записки, валентинки. По версии католической церкви, святой Валентин действительно исцелил слепую девочку, дочь сановника Астерия, который уверовал во Христа и принял крещение. Клавдий после этого приказал казнить Валентина, то есть Валентин пострадал за веру, а потом и был причислен к лику святых. Есть предположение, что церковь вела День Святого Валентина в противовес популярному языческому празднику любви, который не смогли искоренить с приходом христианства. Примерно в это же время появляется легенда, призванная объяснить, почему святой Валентин покровительствует влюбленным. Так или иначе, через 200 лет Валентина провозгласили святым покровителем всех влюбленных. Однако в 1969 году в результате реформы богослужения святой Валентин был изъят из литургического календаря католической церкви. Основанием для этого послужил тот факт, что не имеется никаких сведений об этом мученике, кроме имени и информации об усечении мечом. Самой первой поздравительной открыткой Валентинкой в мире считается записка,
которую отправил Карл, герцог Орлеанский, своей супруге из лондонского Таура, где находился в заключении в 1415 году. Валентинки пользовались большой популярностью в XVIII веке, особенно в Англии. Ими обменивались в качестве подарков. Влюбленные делали открытки из разноцветной бумаги и подписывали красочными чернилами. К началу XX века с улучшением технологии печати рукописные открытки заменили печатными. Сегодня в День влюбленных принято дарить друг другу валентинки в виде сердечек с признаниями в любви, предложениями руки и сердца или просто шутками. В этот день также любят устраивать свадьбы и венчаться. В Европе этот праздник широко отмечают с XIII века. В Англии раньше вырезали деревянные ложки любви и дарили их своим любимым. Их украшали сердечками, ключами и замочными скважинами, что символизировало путь к сердцу открыт. Родоначальником традиции дарить возлюбленным именно красные розы считают Людовика XVI, который преподнес такой букет Марии Антуанетте. По легенде, Афродита наступила на куст белых роз и обогрела розы своей кровью. Так появились красные розы. По древнему обычаю, в Англии и Шотландии накануне праздника, посвященного Святому Валентину, молодые люди клали в урну билетики с написанными на них именами молодых девушек. Затем каждый вынимал по одному билетику. Девушка, имя которой доставалось молодому человеку, становилась на предстоящий год его Валентиной, а он ее Валентином. Это означало, что между молодыми людьми на год возникали отношения, подобные тем, которые по описаниям средневековых романов возникали между рыцарем и его дамой сердца. Согласно поверью, в Британии незамужние девушки 14 февраля встают до восхода солнца, становятся возле окна и смотрят на проходящих мужчин. Первый мужчина, которого они увидят, и есть суженый. Итальянцы 14 февраля называют сладким днем и дарят сладости и конфеты. Валентинки посылают по почте в розовом конверте, без обратного адреса. В романтичной Дании обычно посылают друг другу засушенные белые цветы. А в Испании верхом страсти считается отправить любовное послание с почтовым голубем. Во Франции в день Святого Валентина принято дарить драгоценности. В День влюбленных французы также проводят различные романтические конкурсы. Например, очень популярен конкурс на самую длинную серенаду – песню о любви. А еще именно во Франции впервые было написано послание четверостишее. В Японии в День Святого Валентина, который стали праздновать в 30-е годы 20 века, принято дарить мужчинам шоколад, обычно в виде фигурки Святого Валентина. Это не столько признание в любви, сколько знак внимания. Традиция дарить в этот день сладкое появилась с подачи одной крупной фирмы по производству шоколада. Кроме этого, японцы проводят конкурс на самое громкое и яркое любовное послание. Юноши и девушки взбираются на помост и кричат оттуда о своей любви. День Святого Валентина в США стали отмечать с 1777 года. Традиция дарить в этот день подарки крепла с каждым годом и для некоторых стала достаточно успешным бизнесом. В начале 19 века у американцев появился обычай дарить возлюбленным в этот день фигурки из марципана. А марципаны в те времена считались большой роскошью. На постсоветском пространстве люди впервые обратили внимание на День Святого Валентина примерно 2 десятилетия назад. И только последние годы отмечают массово с валентинками, поздравлениями и признаниями в любви. День всех влюбленных празднуют и в Грузии, несмотря на то, что в стране есть свой День любви, который отмечается 15 апреля. Любопытно, что грузинский День любви в свое время был введен как альтернатива Дню Святого Валентина, традиция отмечать который пришла в новые независимые государства из западных стран. Романтичные грузины, как многие другие страны, где есть свой альтернативный День любви, на сегодняшний день отмечают оба праздника по принципу «чем больше, тем лучше». Но есть в мире страны,
где на праздник любви наложили табу. В первую очередь это Саудовская Аравия, которая является единственной в мире страной, где этот праздник официально запрещен, причем под страхом больших штрафов.